недавно, относительно, пару недель как, был принят королевский указ, который вступит в силу 20 мая следующего года. Он вносит много изменений в правоприменение. То есть закон остается тот же, но правоприменение меняется. По сути, да, подзаконный акт. Я не читаю на испанском в той степени, чтобы разобраться в тонкостях этого королевского указа. Первое, что надо понять. Очень быстро попытаюсь вам объяснить, что происходит сейчас. Первое, что надо понять. Все, что в этом указе прописано, начнет работать с 20 мая. Но чиновник — это такое существо, которое старается работать как можно меньше и минимальным образом рисковать. Поэтому чиновники, если они будут понимать, что им можно на законных основаниях потянуть до 20 мая, когда новый указ вступит в силу, они будут это делать. Но тем не менее, положение этого нового указа с 20 мая только следующего года вступит. Поэтому на настоящий момент и до 19 мая вы можете пользоваться старыми действующими сейчас положениями, которые примерно 13 лет действовали после последних вот таких крупных изменений. Говорят, многие юристы, которых я послушал, они говорят о том, что если вы подадите заявление и какие-то документы до 20 мая, то к ним будут применяться требования, которые распространялись до 20 мая. То есть закон обратной силы не имеет. Но я вас должен огорчить. В моей личной практике есть опыт, когда применяли положение законов новых к тем заявлениям, которые были написаны до их введения в силу. Потом эта ситуация была оспорена в суде. И это я говорю не про Россию, это я говорю про другую страну. И проиграло государство. Было доказано, что они не имели права применять новые положения к старым заявлениям, но между выигрышем в суде и самим фактом применения новых положений прошло 10 лет. То есть, другим языком, есть высокая вероятность, что чиновники начнут применять новые положения к тем нормативным актам, тем заявлениям, которые вы подали до 20 мая, просто могут запутаться, могут из какого-то там, не знаю, негласного указания поступать так, сделать. А потом вы бегаете по судам десятилетиями, доказываете что-то. Это, кстати, плохая новость, потому что общий посыл нового указа, новых вот этих вот изменений в том, что испанцы хотят тех, кто уже приехал на территорию Испании, долго здесь находится, легализовать, чтобы эти люди вышли из серой зоны, чтобы они показали свои трудовые отношения. Люди же за что-то живут, значит, кто-то им платит. Вот. Чтобы они показали эти свои трудовые договора, чтобы они, соответственно, начали платить налоги. И уже есть предположение, что за несколько лет человек как-то выучил испанский язык. А вот для новых мигрантов условия жестко изменяются в худшую сторону. Первая вещь, которая должна разгрузить бюрократическую систему, как я понимаю. Раньше приезжали люди, в основном из стран Латинской Америки или из Марокко, из Африки.
приезжали люди, подавали прошение на беженство или жили здесь нелегалами, что очень возможно, но неприятно. Жили здесь 3 года, потом приходили, говорили: вот мы прожили здесь 3 года, дайте нам вид на жительство. Теперь этот период так называемой оседлости будет контролироваться жестче. То есть недостаточно только декларации о въезде, каких-то там документов о том, чтобы вы влетели на территорию Испании. Нужна еще прописка. Прописка, ребята, это вот прям в Испании, как в Советском Союзе. Очень важная вещь. У вас должен быть договор аренды. Или у кого-то должен быть договор аренды, по которому он может подселять к себе людей. Вы идете в мэрию. И вот я знаю, что, допустим, в Барселоне вы приходите в мэрию с договором аренды подписанным. А вам говорят: нет, этого мало. Покажите, что вы заплатили все платежи, необходимые на настоящий момент по этому договору. То есть вы должны заплатить обычно месяц депозит, это как бы за последний месяц аренды. Месяц это как финансовая гарантия, что вы не сломаете все, что есть в доме, оборудование. То есть 2 месячных платежа. За первый месяц, то есть это 3 месячных платежа. И при заключении договора за первый месяц платите. И обычно еще могут потребовать там не страховку и так далее, но то 3 месячных платежа вы точно должны заплатить при заключении договора аренды. Вот я видел конкретно сам своими глазами, когда чиновник барселонской мэрии требовал продемонстрировать не только сам договор, но и осуществление этих 3 месячных платежей. То есть они достаточно жестко проверяли, что это настоящий действующий договор аренды, а не какая-то фикция. Ну, возможно, это предвзятое отношение именно к россиянам, скорее всего. При этом в других местах к этому относятся намного проще. То есть просто достаточно договор аренды и, соответственно, где есть ваша фамилия, и вам разрешают прописаться. Так вот, прописка — это серьезно. И ее просто так вот с потолка не возьмешь. Она и с момента получения этой прописки начинается отсчитывание времени проживания в Испании. Так называемой оседлости. Это первая вещь. Раньше можно было, как я понимаю, доказывать свое время пребывания на территории Испании какими-то билетами, что вы прилетели, например, в Испанию. Или декларацией о въезде, если вы такую оформляли. Сейчас будет жестче. Во-вторых, требовать будут... Да, второе, что очень важно для беженцев, перестали засчитывать ожидание вашего решения по статусу беженца в оседлость. То есть, если вы ждете, и вам потом говорят нет, то вот это сколько вы ждете, не считается. И когда вы, получается, вот, ждете, я жду решения по своему вопросу уже без малого 2 года. А в Испании я уже больше 2 лет. В феврале следующего года будет ровно 2 года, как я жду. Ну вот. Могут отказать. Могут сказать, что не признают, не находят у меня оснований для беженства. И тогда ищите другую программу. Правда, они добавили много разных программ, как можно остаться в Испании. Основное, что там как бы красной нитью проходит, ищите работодателя. То есть, если у вас есть реальный работодатель, то
вы можете остаться в Испании. Да, тема с работодателем тоже ухудшилась, в смысле улучшилась. Теперь работодатель должен доказывать свою состоятельность. То, что он плательщик налогов у них, ну, чтобы он был реальный, условно говоря, что у него нет задолженности и так далее. По беженству, я думаю, что они хотят. И россияне не дают нагрузку на систему в Испании, такую, как могло бы показаться. Большую нагрузку дают представители Латинской Америки и африканского континента. Плюс еще, я думаю, сирийцев сейчас испугались. Но основную нагрузку не мы даем. Тем не менее, решили всех под одну гребенку. И что еще важно понять? Закрылась тема, пока нет, но закроется. Я думаю, закроется точно уже в ближайшие месяцы. Закрылась тема с приездом в Испанию по языковым курсам, с подачей на эти языковые курсы изнутри Испании и последующим переходом с языкового обучения на что-то другое. То есть достаточно была распространенная практика, когда люди приезжали, буквально там у них виза была, условно говоря, на месяц, они подавались, и пока ждали рассмотрения своей визы, уже в Испании жили на законных основаниях, потом на курсы не ходили и так далее. В общем, по студенческие визы остались только для высшего учебного заведения, либо для профессионального образования, то есть такие школы для взрослых, где можно переподготовку проходить. Но теперь эти все студенческие визы нужно получать извне. То есть вы находитесь в своей стране, где у вас есть вид на жительство. То есть это может быть не Россия, но, допустим, у вас есть вид на жительство в Казахстане. Вот вы в Казахстане с видом на жительство подаетесь на студенческую визу, допустим, на бакалавриат или на магистратуру где-то. Вам ее одобряют, и вы приезжаете, и учитесь. Ну, то есть все так вот неспешно, с проверками. А чтобы визу студенческую получить в ВУЗ, одно из важнейших первых условий, первое, пожалуй, это знание языка. То есть невозможно учиться в ВУЗе, не подтвердив знание испанского языка на уровне B2 по европейской шкале. Я учился в английском ВУЗе. Нас просто не зачисляли, пока мы не предоставим действующий сертификат Кембриджа о том, что мы владеем уровнем английского не ниже B2. Ну, соответственно, в Испании это Дели, это их экзаменационная система, и вот нужно показать, что вы владеете B2 уровнем. Вторая вещь, важная для обучения в Испании, это продемонстрировать финансовую состоятельность, то есть то, что у вас есть деньги. Ну, наверное, язык сложнее, да, то есть с деньгами как-то можно занять, в кредит взять, еще что-то. Но экзамен просто так не сдашь. Надо знать испанский язык. B2 это уже приличное владение. Такое комфортное, что ты можешь на какие-то темы общаться, разговаривать, вести диалог и так далее. То есть это уже достаточно для ведения бизнеса. Вот. Приехать с нулевым знанием испанского языка в Испанию, здесь податься и начать учить с нуля, все, эта лавочка закрылась. Ну, закрывается. Ну, с учетом того, что по студенческой визе срок принятия решения около 5 месяцев, 4-5 месяцев, вот представьте себе, все, декабрь месяц, считайте, вы уже не успели. Тут через 10 дней уже Рождество начинается. Ну вот январь месяц, допустим, вы подаете документы в январе. До мая месяца по вам еще не будет принято решение. Скорее всего. А в мае они уже будут руководствоваться новыми требованиями. То есть, скорее всего, те, кто уже не подался на студенческую визу, уже и не получат ее. Из тех, кто заезжал по старым правилам.
Остается только либо из вашей страны подаваться, либо вот искать варианты по, как я понимаю, не попадают под эти новые изменения стартап-визы, не попадают в визы цифрового кочевника. Если у вас ситуация экстренная, то подавайтесь на беженство, потому что в этой ситуации у вас просто нет выбора. Подавайтесь на беженство. Только имейте в виду, что срок рассмотрения приличный, порядка не менее 2 лет, я думаю. Срок рассмотрения приличный. И второе, вам нужно доказывать буквально, что у вас существует риск для жизни и здоровья возвращаться на территорию Российской Федерации. Для тех, кто подается здесь на беженство. В Испании есть некое негласное правило, негласное соглашение. Мы не очень внимательно следим за тем, что вы делаете в Испании, а вы от нас ничего не требуете. Я с удивлением узнаю от своих подписчиков, которые ко мне обращаются, что они, допустим, приезжая в Испанию из Польши, из Германии, будучи украинцами, будучи россиянами или белорусами, надеются, что им Испания даст то, что они хотят. Оплачиваемое жилье, курсы испанского языка и так далее, и так далее. Ребят, испанцы по-разному относятся к разным категориям. То есть украинцам пока помогают больше, чем россиянам. До того, как у них есть временная защита. Но украинцы должны понять такую вещь, как я думаю, что произойдет. Когда произойдет, оно произойдет, замерение по линии соприкосновения, вероятнее всего это случится весной 2025 года, ну или там к лету. Испания, как и все европейские страны, может быть не в первых рядах, но точно сделает это, скажет следующее. Все, кто смог адаптироваться в Испании за это время, найти себе работу и так далее, welcome. То есть сейчас у тех, кто живет в Испании, украинцах, у них есть ТИЕ, у них есть основания для пребывания в Испании законные. И они с этим основанием могут подаваться на какие-то модификации, переходить на какие-то другие варианты проживания. Ну, например, становиться цифровыми кочевниками. Или открывать стартапы, или что-то еще. То есть уходить с временной защиты на какие-то другие основания, пребывать на территории Королевской Испании. Как только испанские, как и европейские любые бюрократы увидят возможность сказать: ребята, у вас теперь там все, мир, бомбы не падают, возвращайтесь домой. С одной стороны, я думаю, это мое предположение, украинцам будет предложено оставаться тем, кто смог адаптироваться в любой европейской стране, потому что все-таки адаптировавшиеся налогоплательщики, которые работают, которые имеют возможность платить налоги, любому государству нужны. Именно и такие же нужны испанцам. А вот чего точно не будет никаких больше пособий, не будет никаких больше оплат квартир и того, ничего не будет. То есть как только произойдет формальное прекращение огня, будут отменены любые программы помощи украинцам, вам скажут: все, ребята, вот хотите, пожалуйста, есть куча программ по легализации, легализуйтесь, получайте вид на жительство на других основаниях, кроме временной защиты, либо возвращайтесь в Украину. Дело ваше.
Что касается россиян и белорусов, нам как не помогали, так и не будут помогать. И мне очень странно, если честно, что люди, которые 2 года в Европе находятся, считают, что почему-то в отличие от Германии или Польши, Испания помогает просителям убежища. Возможно, каким-то адресно и помогает. Но в большинстве своем, в большей массе, я знаю, что предоставляют очень скромные условия проживания, койко-место, по сути, в хостеле. Вот. Квартиры оплачиваются, я так понимаю, единицам, и только семейным, и только с маленькими детьми. Вот. Надеяться на какие-то большие денежные пособия, которые вам позволят здесь жить и ничего не делать, не работать, не можете. Таких пособий нет. И более того, общий тренд в том, чтобы ускорять переход беженца от статуса беженца к статусу налогоплательщика. Вот, собственно, резюме такое. Сидеть на пособии невозможно, и эти пособия копеечные. Вы за эти пособия ничего не арендуете. Переезд из региона в регион в Испании мало что меняет. Более того, я вам последнюю вещь скажу. Мне нужно будет в феврале следующего года обновить свой статус просителя убежища, если я к тому моменту не получу решение по своему прошению. Ну, я не стану загадывать, что испанская бюрократия такая быстрая и возьмет и выдаст мне решение. Поэтому будем считать, что я ищу продление своего статуса просителя убежища. То есть я по-прежнему в подвешенном состоянии. Ну вот. Я прошерстил все, что можно прошерстить в целях получения СИТы, то есть записи на прием, на продление убежища. Не на получение первоначального статуса просителя убежища, а на продление этого статуса. То есть я не беженец, я проситель убежища. Это разные статусы. По мне еще не принято решение. Вот я проситель убежища, я жду, когда по мне примут решение. И у меня было ложное мнение, что много желающих получить первоначальный статус, вот этот вот карту бланка, то есть белую бумажку, а тех, как я, с тархетой роха, то есть с красной книжицей, которые уже в процессе, так сказать, принятия решения, таких меньше. Но нет. Первое. Просить продлять ваш статус вы можете только в регионе, где вы прописаны. То есть я в валенсианском сообществе. Это первое. Я не могу получить этот статус в Галисии, например, или в стране басков. Потому что я там не прописан. Второе. Год назад некоммерческие организации помогали их клиентам, ну тех, кому они помогают вообще, таким как я, потому что у меня были подписаны соглашения с АСЭМом на представление моего дела, как на оказание мне юридических услуг. Так вот, год назад АСЭМ уверял меня, что они могут помочь мне получить СИТу на продление. Сейчас я получил официальный ответ о том, что больше они этим не занимаются. То есть НКО больше не помогает в продлении, в получении СИТ. Ну и я проверил все возможные варианты по провинции Валенсия. Если СИТы, СИТ нет. Ни на когда. Ну, то есть вообще вот все возможные варианты по Валенсии, какие есть по валенсианской стране, 0. Мест нет. Что делать? Я не знаю. Можно, конечно, искать, но вряд ли ситуация жутко поменяется за ближайшие 2 месяца, что опа, и появятся свободные места.
Это, подчеркиваю, это не первоначальная подача, на которой никогда не было свободных мест. Это продление. То есть, казалось бы, должно быть какое-то уменьшение количества тех, кто продляется. Но нет. Их не уменьшается. Мест нет вообще. Сит нигде нет. Я даже просто ради любопытства выбирал, понимая, что я этого не смогу сделать, ну, просто проверить, а может быть это только вот в этом районе, в валенсианском сообществе такое. Выбирал я и черти где. И Канарские острова, и Балиарские острова, и Сеуту, и Милету. И там все забито. Такое ощущение, что продлить статус беженца вообще сейчас невозможно. Вот так вот. Ладно. Подписка это очень важно. Комментарий напишите вы, зачем смотрите, что хотели узнать. И лайк. Пока.